Всем привет! Вот и пришло время продемонстрировать вам финальную версию своего билда на Balance Effect в игре Once Human. Более подробный рассказ об этом билде в первом своем ролике, а в этом видео я пробегусь по своим выводам и наблюдениям на этапе эпогея его могущества. Билду все так же очень тяжело составлять ДПС конкуренцию с остальными билдами в соло-цель, но он все так же остается интересным и фановым билдом для общего фарма и зачистки внутригоровых механик. С прошлого ролика мейн-слот совсем не поменялся, та же самая калибровка, тот же самый мод и те же самые обвесы. Во втором слоте поменял калибровку на урон по уязвимым точкам и скорость передвижения, поэтому при перебежках беру руки снайпу, либо дэшуюсь милишкой. Также выбил нужный мод, который очень сильно грейдит цепную реакцию отскоков, и обвесы я также не менял. По итогу я решил, что 4 куска Lone Wolf и конкретно Offset Heavy Duty маска будут самым оптимальным вариантом. Ну и конечно же именно эти штаны с уникальным эффектом. Чтобы сильно не затягивать разбор модов, а они играют тут очень важную роль, я собрал их 4 основных сетапа, между которыми я переключаюсь в тех или иных ситуациях. Меняться моды будут только в пятке и в ботинках, но очень меняют стиль боевки и урон соло-цель. Начнем с первого, самый базовый сетап от фарм, и с ним я бегаю большинство времени. В пятке ап крита, а в тапках жнец. Во втором сетапе меняю в ботинках жнеца на Secluded Strike, который апает урон на 12%, если в радиусе 7 метров нету никаких противников. В третьем сетапе в пятку мод на френдли отскоки и жнец в ботинках. В четвертом френдли отскоки и Secluded Strike в ботинке. Если с первым сетапом все понятно, то коротко скажу про остальные три. Начну с четвертого, самого сильного соло-таргета урона, который может выдать этот билд. За счет мода отскока от союзников и пополнения патрона, который отскочил от них, в комбинации с уникальным эффектом штанов, мы имеем удвоенный урон с выстрела. Так он при отскоке еще и возвращается обратно в активную обойму. Получается урон за бесплатно. Обязательное условие для достижения максимального урона – это изучение навыка специализации на улучшенной портативной турели, который дает возможность прокнуть им свой отскок. Этот навык идеально синергирует с модом на возвращение патрона, то есть отскок турели регенерирует нам патроны тоже. Последовательность действий для максимального урона в соло-таргет выглядит так. Начинаем со снайпой в руках. Раскидываем от 1 до 3 турелей вокруг босса, но не дальше 10 метров от него. Важно заметить, чтобы стрелять бесконечно по целям без уязвимых точек, нужно 3 турели. Далее вызываем девианта, кидаем тактический предмет, свапаемся на пятку и зажимаем до упора. Важно стоять дальше 7 метров от босса, иначе мод на плюс 12% урона не будет работать. Поэтому во время зажима можем бэкпедалить и корректировать свою позиционку. Оставшиеся два набора, а точнее второй и третий в моем списке, это очень ситуативные сетапы. Третий сетап работает по тому же принципу, как и четвертый, только отпадает последний пункт максимального ДПС и берется жнец в ботинки. Если босс постоянно спамит трэш вокруг себя или на арену, тогда весь мы будем окружены врагами, а значит и смысла от Secluded Strike нету. Второй сетап рассчитан под удаленных боссов или боссов, к которым не подойдешь, не кинешь турели, либо дрон не летит к цели, а значит навык на френдли отскок будет бесполезен. Этот билд такие энкаунтеры не сильно любит, а значит ситуация, где у босса есть уязвимые точки, я предпочитаю пользоваться только снайпой, а где их нет – пяткой. Хочу подчеркнуть немаловажные атрибуты модов, они тоже очень сильно влияют на урон. Вот мой личный рейтинг атрибутов на мой билд. Сверху самые топовые, снизу менее значимые. Модов, которых здесь нету, либо бессмысленны, либо я просто их упустил. По билду все. Если вы что-то не увидели в этом ролике, то вы точно найдете это в первом. Напоследок хочу показать фишку, которая поможет не тратить лишние ресурсы на тактические предметы, которые нужны нам для разбафа на боссов. Речь идет о девианте, который генерирует снег, а из этого снега мы можем крафтить снежки. Падает он вот здесь, в зоне Red Sands, в данже Silo Psy. После килла холодильника есть небольшой шанс получить возможность захватить этого девианта. Спрашивайте непонятные моменты в комментах, всегда по возможности отвечу. Всем приятной игры и отличного настроения. Удачи!